Когда я представляю Мексику, первое, что приходит на ум, это Карибское побережье. Белый песок, голубая вода и райское наслаждение. За этим мы и приехали после долгого путешествия по Калифорнийскому полуострову и Центральной Мексике. Мы приехали на Карибское побережье в середине марта, что считается концом сезона, и остановились в апартаментах Плая де Кармен. Когда мы пришли к пляжу, мы прям были сильно удивлены, что водорослей нет, но запах водорослей все еще присутствует. Береговая линия очень узкая и нет места для переодевания и душей, поэтому мы арендовали шезлонги с напитками в пляжных клубах. Но было бы удобнее просто жить в отеле с уже включенными удобствами. Одно из самых знаменитых мест на Юкатане – это Чичен-Ица, пирамида Майя, и мы поехали туда. Здесь можно вживую увидеть детали пирамиды, места ритуалов и как обитали местные жители много лет назад. Мне особенно запомнилась площадка для игры в пок-топок. Это игра, в которую играли насмерть. И надо было забить бедром каучуковый мяч в высоко закрепленное кольцо. Вживую мы увидели ее в парке Шкарет. Эту игру и игру с огненным мячом. И совсем рядом от Чичен-Ицы находится красивый Сенот, куда мы и отправились освежиться. Сеноты – это природные колодцы, которые образуются за счет сложной системы подводного течения. Самые красивые – открытые, когда верхушка земли обваливается и внутри светит солнце. В этот сенот ныряют еще и дайверы, и на карте показано, что можно увидеть на глубине. Очень больно ударилась, у меня все ноги отбиты. Мы приехали в джунгли. Потом мы приехали в парк Шкарет, потому что наслышаны, что это природный Диснейленд. Зачесался. Как тебе попугай? Молчаливый. Молчаливый? Ну, им здесь по кайфу. Наверное, здесь по кайфу. Всех этих животных мы увидели по пути к реке Майя. По ней плыть примерно минут 40, и мы приплываем к концу парка, а на обратном пути можем зайти в выбранные точки и прийти вовремя к выступлению. Идем на Ривер Майя. Сама река очень необычная, и есть ощущение, что мы правда возвращаемся во времени и плывем по дикой реке. А в некоторых пещерах даже встречались летучие мыши. Они жуткие, эти деревья. Я помню, я играл в одну игру с динозаврами. Ужас. Там такие змейки огромные плавают в этих морозовых деревьях, это просто жесть. А сейчас мы между ними плаваем. Страшно? Да, они такие мягкие. Мягкие деревья? Да, ну корни, да.
Он бежит. В конце реки мы немножко отдохнули, подкрепились и пошли дальше исследовать парк. Такая малышка. Манантай какой-то. Манантай. Слышал, что я сказал? Ничего не делают, они целуются. Они целуются, да. Какой-то мелкий. А мне, как любителю птиц, было особенно здорово увидеть их гуляющих просто по парку. Он языком делает. Наверное, болтается рыбка, да. А мы там плыли? Да, мы там плыли. Обратный путь занимает часа 3-4, и мы пришли ровно к началу всех выступлений. По всему парку и особенно во время выступлений очень интересно показывают историю Мексики, культуру, танцы и музыку разных времен и штатов. Последний день нашей поездки у нас был запланирован темаскаль. Это древний обряд перерождения. И как только мы приехали в деревню Майя, нас угостили местным напитком и начали рассказывать про местный образ жизни. Если вас больше 4 человек, то выгоднее заказать индивидуальный обряд и быть в полном уединении. Нас позвал шаман, и мы пошли к костру. Шаман бьет в барабан и призывает в помощь добрых духов джунглей, стихии огня, воды, земли и ветра. Темаскаль — это индийская баня, в которую мы заходим после посвящения шамана. Все проходят от костра в низкое круглое помещение. Дверь закрывается и начинается обряд. Aguas mi sangre, aires mi aliento y fuego. После 30 минут мы выходим и ныряем в сенот с холодной водой. И снова оказываемся в современном мире и деревне Майя. Grande. Nice. Yo, señorita. Так и закончилось наше путешествие в Мексику, где я почувствовала сам дух путешествий и побыла в стране, о которой даже не смела мечтать. До скорых встреч!